Доброго всем дня! Сегодня у нас 25 сентября 2023 года. Харьков, я продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас прекрасная солнечная погода. По-прежнему продолжается лето, что радует. Это просто замечательно, то, что мы можем наслаждаться летней теплой погодой и чистое небо можете видеть, очень тепло, очень хорошо. Сейчас как раз можно поехать куда-то в парк, либо в лес. Сейчас, кстати, расскажу. Я сейчас встретила своих знакомых по дороге, вот пока иду. И они мне рассказали, сейчас узнаете, что. Конечно, удивили меня. У нас сейчас воздушная тревога была ночью или не было, я уже, честно говоря, даже не помню. Были воздушные тревоги, не были, потому что я на фоне всего происходящего уже начинаю, вы, думаю, заметили, то, что я привыкаю, и для меня это такая становится обыденность. Это, кстати, страшно, нельзя привыкать, потому что если ты привыкаешь к прилетам ракет, привыкаешь к воздушным, слава богу, ночь прошла тихо, все было хорошо. Но вообще, вот я сейчас задумалась сказать вам, была ли воздушная тревога, а я уже вообще не помню, была она или нет, потому что я просто забываю, не понимаю ничего уже. И это очень плохо, потому что ты в такой ситуации всегда должен чувствовать опасность и, если что, естественно, прятаться. Вот даже с самого маленького возраста у маленьких деток должно быть чувство безопасности, инстинкт самосохранения, да, у детей тоже. Ну и вот так вот должно быть. Мы должны чувствовать, мы должны думать, мы должны в первую очередь заботиться о своей безопасности, как я уже и сказала. И мне сейчас страшно, атакуют какие-то мошки странные, просто искусывают. Вчера комары были бешеные, они или чувствуют, что им уже их дни сочтены и, наверное, начинают дико кусаться. Так, мне очень вчера, спасибо вам большое за ваши слова поддержки, за комментарии. Комментарии, кстати, были на удивление, я не знаю, на удивление или не на удивление, положительными, добрыми последние несколько дней. Спасибо вам за это огромное. В принципе, гадостей никаких никто не писал, и я даже на какой-то момент немного отдохнула и расслабилась. Мне очень понравилось несколько комментариев, вот как вчера, когда Ромас рассказывал, что за вот этим вот суворинским изданием Пушкина стояли в очереди, когда оно вышло, в 1897, да? И человек написал, вот зачем, или в 89-м, в общем, не столь важно, вот зачем раньше стояли очереди, что с прилавков сметали, а сейчас драки за айфоны, измельчал люд. Да, это вот правда, да, если сравнить, что было 100 лет назад, люди стояли в очереди за книгами. Еще совсем недавно люди стояли в очереди за книгами, еще в прошлом веке, не говоря уже о позапрошлом. Ну, тогда шла речь о конкретном издании вчера. И вот если сейчас, да, действительно люди убиваются, особенно когда показывают, как это происходит, никогда не смотрели. В Америке где-нибудь, когда у них Черная пятница, они же там реально затаптывают друг друга, это страшно. Кстати, Черная пятница скоро будет, но я никогда в жизни ничего не покупала на Черную пятницу в торговых центрах. Я не знаю почему, кстати, это отдельная тема для разговора, я вам сниму ролик на эту тему. Сейчас еще встретила своих знакомых, как и обещала, расскажу, что они мне сказали. Смотрю, идут с сумками, садятся в машину, я говорю, а куда вы? Мне говорят, все, мы устали бояться, мы уезжаем. Я говорю, в смысле, из страны? Я так испугалась, а они никуда не уезжали. Вот за все 1,5 года вообще не покидали город и никуда не уезжали. И мне говорят, нет, не из страны, у них дача где-то, я там ни разу не была. Где-то в Харьковской области, где, естественно, шли бои. И я говорю, а как вы поедете? Ну, они говорят, там как бы местами разминировали. Ну, а так вообще нельзя ходить. В лес пойти нельзя. В сад, ну у них есть сад, еще, я так понимаю, огород, на огород пойти нельзя, в сад пойти можно. В общем, я не знаю, это страшно. Мне кажется, я бы сейчас не рискнула никуда поехать, никуда отправиться, потому что, ну вот лично для меня это как-то
Тревожно, тревожно, особенно с маленькими детьми. Я вообще не представляю, как сейчас. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Напишите, харьковчане, ездите ли вы на свои дачи, в свои дома, там, где были боевые действия, где еще, естественно, не совсем разминировано, а разминировано только местами. Всегда есть опасность. Время от времени мирные люди подрываются, если куда-то идут. У нас это сообщали в новостях и в прошлом году, в 2022, и в 2023. И еще мне рассказывают, что регулярно подрываются животные. И собаки, и коты, но вот бегут куда-то, они-то не понимают, где может быть мина, и все, и наступают, и вот это страшно, животные разминируют территорию, для меня это, честно говоря, просто ужасно. Так, еще понравился мне комментарий. Сейчас я вам скажу по поводу тоже вчерашнего дня, вообще по поводу моей работы, по поводу моих находок. Вот человек написал: кому-то мешают памятники, а кто-то по крупицам собирает и бережно хранит культурное наследие наших народов. Спасибо вам большое за такой комментарий, вообще за то, что даже не за комментарий, а за то, что вы понимаете. Некоторые люди не понимают, им кажется, что же это такое происходит, собирать какой-то ненужный хлам, мусор. Но кто-то понимает, что это, в принципе-то, труд. И бывает очень нелегкий, потому что, когда ты что-то находишь, оно бывает в совершенно ужаснейшем состоянии, с грибком, допустим, не хватает страниц или еще что-то, или, допустим, если это фарфор, утраты рук, ног, фрагментов композиции, либо пальцев, и, естественно, это все нужно восстанавливать, реставрировать, на это уходит очень много времени, и бывает, что-то найти на это уходит очень много времени, а бывает еще такое, что ты делаешь какую-то находку, и потом, чтобы это атрибутировать, понять, что это перед тобой, потому что бывают такие вещи, это тоже я отдельно буду снимать ролики на эту тему, как атрибутировать предмет. Бывает, что ты не можешь найти, если люди, еще раз скажу, думают, что в интернете сейчас все можно найти, вот так вот по щелчку пальца понять, что ты держишь в руках, нет. Бывает, на атрибуцию уходит несколько лет, прежде чем понять, что же это у тебя. Поэтому вот так вот. Друзья, не забывайте поставить палец вверх, подписаться на канал, кто еще не подписался. Мне будет приятна ваша подписка. И сейчас еще вставлю в этот ролик, кто просил Симины, как мы лечили Симу. Кто помнит, Сима заболела, и как мы ее лечили, я вам добавлю. Так, друзья, вы просили, несколько было комментариев, когда я показывала пару дней назад Симу, нашу кошечку беленькую. Кто помнит, у нее в июле были очень сильные пятна, лысины на шее, она чесалась страшно. В общем, мы уже смотрели, это выглядело просто как будто у нее лишай. И на спине, но мы-то знали, что это не лишай, естественно, потому что если был бы лишай, остальные бы коты заразились, да и дети. В общем, было понятно, что это аллергия. Но какая бывает такое, когда не подходит корм, когда аллергия, вот, допустим, на блох, на еще что-то, хотя мы от блох тогда ей давали, обрабатывали специальными каплями. В общем, вы просили, что помогло нам, и очень сильно. И, кстати, в прошлый раз, когда я показывала вот этот вот листочек, одна подписчица заскринила, и ее кошке также это помогло. Поэтому, ну, естественно, лучше не заниматься самолечением и обратиться к ветеринару. Но если у вас нет такой возможности сейчас, вы находитесь где-то далеко, и с котом, с кошкой происходит то же самое, что было с нашей Симой, то вот можете нажать на стоп. Вот что нам помогло. Вы просили, я показываю. Друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.